Прошло уже 1,5 года с нашего переезда из Токио на юг Японии в город Фукуока. Главное, что мы поняли за это время, погода на юге может быть довольно непредсказуема. У нас град. Жесть. Во время смены сезонов очень переменчивая погода. То дождь, то солнечно и плюс 25, то снова температура падает до плюс 10, и весна никак не наступает. Поэтому я стараюсь сама себе создавать весеннее настроение дома. Ваза, которую я переделала, хорошо вписалась в наш интерьер, и теперь у меня больше мотивации украшать дом цветами. Цветы в Японии – довольно дорогое удовольствие. Один небольшой букет может стоить 10 или даже $20. Возможно, поэтому здесь нет культуры дарить цветы на свиданиях. Но иногда хочется себя побаловать. Всем привет, с вами Тори-чан. У нас сегодня обычный будний день в Японии, в городе Фукуока. И обычно я сижу целыми днями перед компьютером, и в особенности последние пару дней у нас были сплошные дожди, и я никуда не вылазила из моей берлоги. Но наконец-то у нас великолепная весенняя погода, очень солнечно и плюс 15 на улице. Поэтому сегодня я решила немного прогуляться по городу, покажу вам, как выглядит Фукуока, а также хочу пойти в наш коворкинг бесплатный от города и немного там поработать, сменить обстановку, скажем так. Поэтому покажу вам, как все это здесь устроено. Идемте со мной. Сейчас я пришла в наш центральный парк под названием Охори. Это наш небольшой оазис в центре города. И здесь вот так все бегают, на великах ездят, с детьми гуляют. Очень люблю это место. Здесь очень красиво, спокойно. И недалеко от этого парка находится коворкинг, то есть общественный офис, где можно работать бесплатно. И там есть, конечно же, Wi-Fi, розетки, все необходимое для работы. Но я там ни разу не была, поэтому посмотрим, реально ли смогу ли я там работать, или это просто будет у меня экскурсия, и потом поеду домой. У нас чудесная погода, но сакура все еще не цветет. Вот эти лысые деревья – это все сакура. И еще, наверное, где-то недельки-две обещают до того, как начнет цвести. Но, честно скажу, кажется, что еще месяца два, потому что они абсолютно голые. Но посмотрим. Вот это заведение, это бывшая школа, где сейчас находится Artist Cafe, так называемое. Это коворкинг для артистов, для художников, не только, для кого угодно, кто хочет просто поработать где-нибудь в городе бесплатно, где есть все необходимое для вашей работы, вашего творчества. Поэтому идемте посмотрим внутри, как оно все смотрится. Но, честно скажу, снаружи такое советское здание, да, такие чисто хрущевки.
чисто школа. Словно из аниме такая школа. Такие же стены. Я, если честно, в школе в японской никогда не была. Прикольно. Ой, здесь кафе. Это место – это бывшая школа, которую город переделал в пространство для поддержки креаторов. Здесь находится Artist Cafe, бесплатный коворкинг в общественном пользовании, а также здесь консультируют художников и творческих людей, делают выставки, мастер-классы и всячески поддерживают людей творческих профессий. Здесь есть довольно быстрый Wi-Fi, поэтому можно поработать или просто почитать книги об искусстве. Мы сидим, работаем, а здесь внезапно куча школьниц, школьников пришло на экскурсию, видимо. Зима и начало весны в Японии – сезон разных видов капусты, поэтому сегодня у нас на ужин будут японские голубцы. Да, японцы тоже обожают голубцы, но здесь их готовят немного по-другому. Японские голубцы могут делать как из обычной капусты, так и из пекинской. Из пекинской мне лично больше нравится. Чтобы было проще потом заворачивать, можно вот так вот немного срезать толщину у пекинской капусты. Ой. Нарезаем шиитаке на мелкие кусочки. Если вы используете сухие шиитаке грибы, то нужно их изначально замочить. Натираем свежий имбирь на терке. Если у вас нет имбиря, можно заменить его на чеснок. Добавляем немного соуса для вкуса и хорошо перемешиваем. Капусту отправляем в микроволновку на 3 минуты. А дальше готовим, как обычные голубцы. Вот так вот выкладываем начинку и заворачиваем. Кстати, я рассказывала Изами, что, допустим, у меня бабушка готовит голубцы обычно не только с мясом, но и с рисом. И он был в полном шоке, но в приятном шоке, потому что японцы обожают рис, конечно же. И закрепляем зубочисткой. So. 超綺麗。 意外と簡単。Добавляем несколько ложек саке. Если у вас нет саке, можно и без него, но оно придает глубину вкусу. Несколько ложек соуса, кипяток. И также добавляем рыбный бульон даши. Я использую вот такой вот пакетик с рыбным бульоном сегодня. Пахнет реально сушеной рыбой. Можно вместо него использовать просто куриный кубик. И для аромата ножки шиитаке. И варим все это до готовности. Поливаем голубцы супом и готово. Совсем скоро у нас начнет цвести сакура, поэтому я решила немного обновить мою прическу, освежиться. И, кстати, в прошлый раз мне совершенно не понравилось, как меня постригли. Я не хотела, конечно, это высказывать громко и спросила, не могли бы вы исправить мою стрижку, потому что мне не нравится, насколько получилась круглая моя прическа. Мне хотелось, чтобы она была более прямая, скажем так. На что мне сказали: ой, извините, мы уже постригли вот так, поэтому мы вам сделаем эту стрижку сегодня бесплатно. И я ушла, ничего не заплатив, хоть, конечно, я и отказывалась, но японцы такие: если клиент недоволен, то они предлагают бесплатно, но с условием, что вы придете еще раз, и они попытаются do my best в следующий раз. Поэтому сегодня я иду еще раз в ту же парикмахерскую, посмотрим, смогут ли они сделать в этот раз лучше. Вот такой результат. Я немного убрала длину и покрасила внутренний слой в розовый цвет. Вот такой он получился довольно светло-розовый. Я хотела, конечно, более, чтобы он был яркий, но тоже неплохо смотрится, как сакура.
До нашего переезда я жила в Токио 10 лет. Токио и Фукуока трудно сравнивать, все же Токио – это столица, и там живет 14 миллионов человек, а в Фукуоке всего лишь 1,5 миллиона, поэтому в сравнении это довольно компактный город. Главный плюс компактности города – это, конечно же, удобство передвижения, а также природа находится очень близко. Например, в черте города есть несколько пляжей и даже горы. А на расстоянии менее часа езды на поезде из центра города есть в районе 20 низких гор ниже 900 метров. Идеально для людей с плохой физической подготовкой, как я, поэтому с переездом сюда у меня появилось новое хобби – трекинг по низким горам. Доброе утро! Сегодня у нас великолепная уже весенняя погода, на улице плюс 15, поэтому мы решили сегодня забраться в горы, у нас здесь недалеко от Фукуоки. Хватит сидеть дома и ждать весны. Идем в поход. Мы приехали на вот такую вот станцию в деревню в городе Итошима, который находится недалеко от Фукуоки. И вот горы, куда мы будем идти, скорее всего. Такая чисто деревня из аниме. Если что, говорить можно. Это не здесь? Это не оно? Кофешоп. Да, это оно. Какие горы без кофе в начале? О, вот здесь. Такой как бывший гаражик, который переделали в такую вот кофейню. Смотрится неплохо. Конничева. Конничева. Кофе тейкаутってありますか? Кире. Переделали так классно этот как гараж, даже не гараж, а, наверное, склад. Вот так вот. Со всех сторон горы. Вот такая красота. И идеальная погода. Сегодня где-то плюс 15 сейчас. В обед будет плюс 20, поэтому еще не слишком жарко, но и не холодно. Мы уже приближаемся к горе. Продается земля? Продается земля. Кто покупает? Ну, кстати, красивое очень место. Такие горы вид. Но от деревни деревни. В этом месте реально очень дешевая земля, поэтому вот такие вот довольно стильные домики новые стоят с невероятным видом на горы. Но, конечно, это только для тех, кто способен жить в деревне, кому не нужен магазин, шоппинг-центр и городская жизнь. Но красиво. Какие-то апельсины местные или что это? Мы просто потрогать, мы не забираем их с собой. Но очень красиво. Сейчас как раз сезон уже заканчивается апельсиновый. Главное, чтобы не было пауков. Кроме этого, мне окей. Ну вот поэтому ты идешь впереди. Поэтому я не иду первой. Все, что будет происходить, сначала будет происходить с тобой, а мы будем выводы. Но если вы будете в горы идти, то лучше не идти летом. Не только потому, что пауки, но еще эти осы. Опасно в Японии. И змеи тоже, кстати, здесь есть. Но сейчас вроде не должно быть. Мы уже внутри леса, именно со всех сторон полностью лес. Немного кружится голова, потому что мы уже повыше, конечно. Хоть это и не какой-то серьезный хайкинг, но мне достаточно. Тут такие прямо... Кто-то, видно, долго отдыхал, сидел здесь на камнях. И сложили целую пирамиду. Сейчас Вика испортит все. Давай. О, нормально. Да, здесь, конечно, такая уже тропа, что я жалею, что я
в кроссовках, в красивых кроссовках, а не спортивных. Вот скетчеры мои очень нравятся, они прям очень устойчивые. Ну, если что, будешь меня ловить. Буду. О, это прям между двух как будто скал. Такое. Мы такие скалолазы с чашкой кофе в руке. Мне нравится. Все такие с этими палками. Потому что мы прохаваны. Мы профессионалы. Именно такие, как мы, теряются в горах где-то, и потом за ними вертолеты прилетают. Со Старбаксом ходили. Бездорожье, но вот эти корни сделаны как тропинки, как ступеньки. Очень прикольно. Но если оригинальные, то в моем переводе такое ругательство. Что у вас там? Пчелка в волосах. Что? Пчелка в волосах. Ну, Пчелка в волосах, это типа ваш... по-латышски битить на торс. Ну типа ругательство пчелка в волосах. И я такая... Пчелка в волосах, это звучит очень мило. Не, в японском все просто. Ксо. Да, в японском немножко бесит, потому что практически нет матов. Чикшо. Мне кажется, уже все. Мы пришли, нет? Такое ощущение, что уже солнце светит. Мы пришли. О, вот это да. Какая большая гора, точнее камень. И мы дошли до верхушки. О, самые резкие еще и туда забираются. Суго. О, пикник строили люди. Ладно, раз мы уже пришли, то постараюсь залезть на эту штуку тоже. Во. Двумя руками, да. А вниз как? А мы еще не решили. Как красиво. Высота этой горы 535 метров, поэтому не такая уж и высокая, но нам этого хватило. И здесь вот такие вот номерки. Какой по счету ты забрался? Она полная, кстати, монетку закинуть. Возьму себе вот такую 17723. Как нормальные люди мы забрались по нормальной тропе, а спуститься решили по короткому пути. Ну, как бы это официальный путь, вон там розовые есть отметки, можно спуститься. Ну, просто тут такой путь, что я не уверена, что я смогу это видео отмонтировать. Сейчас хрустом где-то. Меня выдержало подавно. О, хорошо. Вот тебе хорошо, да? И все, и никуда не надо. Нет. Почти внизу. Это, конечно, все было очень красиво, но после нашей 4-часовой прогулки у меня 3 дня все болело. Богатая природа также обозначает вкусные и дешевые морепродукты и овощи. Зимой и в начале весны в этом регионе сезон устриц, поэтому местные фермерские магазины ими переполнены. На ужин сегодня у нас будут устрицы. Да, хорошо живем. Упаковка таких устриц где-то килограмм стоит 1200 йен. И это в районе 9-10 долларов. И думаю, некоторые знают, что у нас в Японии 500 грамм гречки стоит примерно столько, сколько это одна упаковка устриц. Поэтому это совершенно недорого.
И, конечно, не везде в Японии такие цены на устрицы. У нас просто в Фукуоке, в городе Итошима, который недалеко находится от нас, много их выращивают, поэтому устрицы сейчас стоят у нас очень дешево. Думаю, в Токио они стоят намного дороже. Примерно как моя рука. И их можно есть сырыми, но я не любитель сырых устриц, иногда только могу есть сырые. Но сегодня я буду их готовить и сделаю из них устричный гратан, так называемый. Очень вкусное блюдо даже для тех, кто устрицы особо не любит. Для начала устрицы помещаем в кастрюлю. Добавляем сюда розмарин, немного саке или белого вина и тушим минут 10, пока они не откроются. Пока устрицы довариваются, обжариваем лук на сливочном масле. Добавляем к луку немного муки, молоко чуть-чуть и также сыр. О, красота! Уже открылись, поэтому можно сейчас их будет открыть и вынуть, что внутри. Ну что ж, посмотрим, какого размера внутри устрицы. А, это такая маленькая. О, вот это хорошая. О, кирей. Вот, это самая большая размер. Моя рука и размер устрицы. И дальше мелко нарезаем наши устрицы. Поэтому я и сказала, что это блюдо нравится даже тем, кто устрицы особо не любит. Потому что там их, конечно, не особо чувствуется. Текстура тоже не очень чувствуется, потому что они такие мелкие будут. Поэтому, да, честно скажу, сырые устрицы я иногда ем, но до сих пор не очень понимаю, что там вкусного. Это блюдо намного вкуснее. Тут есть сыр, тут есть мука, жареный лук, поэтому... Но так устрицы очень полезны, поэтому иногда их даже в таком плане можно есть, даже если особо вкус вам не нравится. Устричные раковины я хорошо помыла и буду использовать их как посуду для нашего устричного гратана, но можно, конечно, просто использовать любую посуду. И дальше наполняем этим наши устричные тарелочки, вот так вот. Посыпаем хлебными крошками, если есть. И запекаем в духовке или на гриле. О, хотела сказать, что как в ресторане, но по-настоящему мы впервые это блюдо увидели в ресторане, и я решила его скопировать. И это реально очень вкусно, советую. Вот такое начало весны у нас в Японии в этом году. Сакура все еще не цветет, почему-то довольно позднее цветение в этом году, но думаю, что еще 1-2 недели и все будет розовое. Поэтому я обязательно сделаю видео. И надеюсь, что вам понравился сегодняшний небольшой влог. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока!